Не довелось. Итак, здравствуйте. Сегодня в гостях В нашей программе. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, сколько вам лет, Кто вы? кто вы? Кто вы такие? Я вас не звал. Значит, меня зовут Алексей. Меня Это у зовут нас Юля. Юля. Мы проживаем уже в Нячанге долгое время. Я конкретно 6 лет. Юля, ты сколько живешь? 2,5. Как вы попали во Вьетнам и куда? Ну, я вообще приехал работать по контракту с компанией, с небезызвестной компанией Annex Tour. Проработал в ней 2 года, если мне память не изменяет. Ну и после этого в вольные хлева отправился, то есть открыл свой бизнес. Я приехала сюда сначала отдыхать, мне очень понравилось. Я поехала на зимовку. И через 2 недели познакомилась с Лешей и осталась тут. Да, то есть вот и вся история у Юли, как бы очень Все, на быстро. этом все. Я очень хотела поездить по Вьетнаму. Я поняла, что очень красивая страна, что за время отдыха я ничего не увидела. И мне очень хотелось вообще пожить в Азии, такой опыт интересный. Ну и вот так вот получилось, что опыт затянулся. Я был последним, кто прошел собеседование по скайпу с турком, который не разговаривал на английском, то есть мы с ним там знаками как-то объяснялись. Он такой говорит: ну, мне понравился твой английский, такой же, как у меня, поэтому ты приедешь работать в Annex Tour. То есть иногда не идеальный английский даже лучше, чем... Реально, мы Смотря с кем ты общаешься. мы с ним понимали друг друга, как бы более-менее, поэтому я у него вызвал симпатию какую-то. Потом мы с ним, кстати, и дружили, до сих пор общаемся. Что нравится во Вьетнаме? Ой, ты знаешь, наверное, все. Вот за что не возьмись, Вьетнам — это, наверное, самая любимая страна в Азии. Моя. Не совсем все. Есть какие-то моменты, из-за которых мы здесь остаемся. Это, например, та же погода, климат, потому что круглый год довольно-таки ровная погода. Нет такого, что там, сейчас, вот в настоящее время, последние года, нет такого, что зимой заливает, а летом невозможно жить. То есть довольно-таки ровная погода. Ну да. Довольно-таки лояльны пока еще вьетнамцы к иностранцам, то есть по поводу виз, по поводу, что мы вообще здесь живем, что здесь бизнес. Они нормально пока относятся, те же тайцы, они уже по-другому относятся, они уже как бы уезжаете, а вьетнамцы пока легко относятся. Вот. Сами люди очень приятные. Они такие неоднозначные, они где-то сложно с ними, а где-то очень легко, потому что они такие открытые, довольно-таки добрые. Они азиаты, в принципе, что улыбчивые азиаты. Как бы одна из главных причин, почему мы вообще здесь, это путешествие по Азии. То есть из Вьетнама очень удобно путешествовать, по самому Вьетнаму классно путешествовать, безопасно. Вот, наверное, самое главное преимущество во Вьетнаме, что здесь безопасно, в отличие от других азиатских стран. И приятно находиться, во многом. Еда тоже достаточно приятная, И вкусная, цены и цены, да. А из Вьетнама классно путешествовать в соседние страны, очень дешево. Вот для примера, последнее, куда мы ездили, это Гонконг был зимой. И как раз в разгар эпидемии мы не знали, что коронавирус вообще существует. Поехали в Гонконг, а там все в масках. И нам говорят: вирус. Мы: это какой вирус? Типа ничего нет. Приехали, оказывается, уже на карантине там в Гонконге То есть сидели. вы вовремя успели вернуться, да? Да, мы успели. И $50 $50 билет стоил в Гонконг из Нячанга, прямой рейс, 2 часа лететь, то есть почему бы не слетать. И вот так вот куда-нибудь... На Бали $100 примерно. Да, на Бали $100 билет в одну сторону, как бы, вообще очень дешево. На Мальдивы мы летали из Хошимин, Куала-Лумпур и Мальдивы, то есть билеты обошлись нам, наверное, в $600. Ну и Вьетнам бесконечно красивый, это настолько красивая страна, и те, кто приезжает там в Муне или в Нячанг, пожили, они не видели Вьетнам. Это не Вьетнам. Я думаю, ты сам уже понял, что здесь куда ни отъедь, какой-то новые какие-то открываются красоты, а уж если уехать на север Вьетнама, так там просто вообще такая красота. Да, кстати, обязательно съездите на север Вьетнама, если приедете во Вьетнам. То есть, если вы были в Нячанге либо в Муэне, это вы ничего не видели абсолютно. Север Вьетнама must have просто. И мы постараемся съездить туда и показать. Да, мы, кстати, может быть, тоже поедем. Короче, вместе съездим. Ну все, короче, заканчиваем, поехали. Ладно, Собираемся, собираемся. Так, ладно, а что не нравится? Какие минусы здесь? Наверное, самый главный минус, то что вьетнамцы, они недальновидны, с ними сложно работать, а так как у меня здесь бизнес, и самое, наверное, главное, что меня здесь держит, это бизнес, так как мы, может, переехали в другую же какую-то страну, с ними трудно работать, то есть мы постоянно пытаемся найти какой-то консенсус, но они хотят получить пермоментную выгоду вот прямо сейчас,
и все. А о дальнейшем они не думают. И из-за этого у нас недопонимание происходит. Вот. Ну, то, что они по-английски не говорят, зачастую. Все лучше и лучше. Да, с каждым годом все лучше это, но сложность в языке, да, то есть мы никак не можем им объяснить, что мы хотим иногда. Но еще я думаю, что огромный на самом деле минус это движение на дорогах, ну вот для меня лично, он меня все-таки подбешивает, они ужасные. Вот эта езда по встречке, езда там из правой линии налево, вот это вот там смотрение в телефон, либо смотрение в другую сторону, ты переходишь через дорогу, смотришь на вьетнамца, он смотрит в другую сторону, и ты думаешь, что вообще видишь меня или нет? И вот это, конечно, я не знаю, как к этому привыкнуть. Я даже бы сказал, что во Вьетнаме брауновское движение, то есть вот хаотичное в разные стороны, и никто непонятно, как это ездит. Им самим, видимо, комфортно. Но они как будто, как косяк рыб, чувствуют кого-то друг друга. Я иногда сам вхожу в эту движуху и начинаю понимать, такой окунулся кого-то. Когда ты сам едешь, ты тоже вливаешься, как бы у тебя коллективный разум включается. Но это все равно минус, потому что это непредсказуемо. Ты не можешь предугадать, что вот кто-то сейчас из-за угла выскочит прямо в тебя. Нужно ждать от кого угодно, что угодно, просто всегда напряженно. Хотя бы не быстро ездят, это огромный плюс. Если бы ездили быстро, то все. Как в Тае вылетают просто с да, такой и на Бали тоже летают, там прям на страшно. Фиу, тоже, особенно машины очень быстро ездят. Здесь машины очень аккуратные водят. Да, здесь же у них 40 ограничения по городу, и это вот очень хорошо. А, на машине? Да, вообще на всем. На всем, да. То есть по у нас городу в России 60, здесь 40, а за городом, по-моему, 60. Да, то есть у них здесь на хайвее, по-моему, самая высокая скорость, которая разрешена, это 100 километров. Но в основном по всем трассам 80. То есть вот это вот спасает. Но фуры и водители автобусов вообще не придерживаются никаких правил. Мне кажется, они летают со скоростью света вообще. Дистанция нет. И вот эти бибикания, такие бибикания. У них же нет ограничений. В России же есть ограничения по звуку. Здесь нет. И это можно испугаться просто. Я реально иногда... Он едет вообще по другой стороне, он бибикает, и я такой, хоп, вправо дергаюсь, думаю, что меня кто-то обгоняет, может, хопает. А он просто так посигналил, сказал, что типа я еду, подвинься. Вьетнамцы самовыражаются за счет сигнала. Это тоже есть. Мы простояли полчаса и сдались. Как вы познакомились, это я добавил новый вопрос. Внезапно, да. Я сегодня подумал, да. Познакомились мы банально, наверное, сейчас для современного мира, через сайт знакомств. Ну ты не с этого начал. Там дело было не в сайте знакомств. Да, на самом деле все интереснее, но тем не менее, я знала, расскажи. с кем я знакомлюсь. Ты не знала изначально? Знал, даже знал, да. В общем, когда я здесь отдыхала, мне посоветовали Лешин магазин, я не знала, что это Лешин магазин. Вот, я пришла туда купить подруге кофе, а у подруги у меня безумная кофеманка, у нее там татуировка кофе на ноге, все дела. А я такой кофеман, типа вот мне сказали, я купила. И потом она со мной приехала, и мы, естественно, приехали, я говорю, пойдем тот магазин искать, а еще она работу искала. Вот. И мы пришли, там был, не Леша был в магазине, другой молодой человек, и мы, короче, строили Яну туда на работу. Вот. И Яна мне говорит, там Леша, такой Леша, тебе надо с ним познакомиться, Леша. Мне было скучно, и я такая открываю сайт, о, Леша. Я уже знала, какой это Леша, но он, видимо, знал, а ему про меня рассказал. Да, а мне парень рассказал в магазине, к которому приходили девочки, что вот приходили две девочки, одна замужняя, а вторая нет. Ну вот как бы надо знакомиться. И в итоге, даже если бы через сайт знакомств не познакомились бы по-другому. А мне было очень. И когда приехала сюда, это было такое ожидание, реальность. Когда я здесь отдыхала, мне было так классно. Когда я приехала, я думаю, что я сюда приехала, что я тут буду делать, я хочу домой. Мне так было, когда в Манилу прилетел. Да? Я когда приехала, в Манилу тоже хотела домой. Да, реально, оттуда хочется убежать просто. Правда, на Магете прилетел уже, прикольно здесь. Здесь получше уже. Ну, ты целенаправленно искал именно русскую девушку или... Это вообще такой даже отдельный разговор, как бы я ухожу. Я раскрою секрет, я хочу вообще записать свое отдельное видео на эту тему, потому что много вопросов интересует зрителей. Вот, кстати, у меня свой канал на ютубе, поэтому я так и говорю, что минутка рекламы. Ссылка в описании, да. Вот, и поэтому
почему я не могу находиться даже рядом близко с вьетнамской девушкой, не то что с ней встречаться. Очень много факторов существует. Я не говорю, что все такие абсолютно, то есть, но я не могу это утверждать, потому что с всеми я не могу пообщаться. Вот, но я работал, когда в Annex Tour, у меня много было и в подчинении вьетнамок, и приходилось по работе общаться, вот, ну и вообще был знаком со многими вьетнамками. Для меня поведение их, ну, я в них не вижу девушек даже, вот как таковых. Они, во-первых, громко чавкают, когда ты сидишь с ними на обеде, кушаешь рядом, она прям вот возле тебя сидит и чавкает так, что тебя глушит просто на то ухо, которое рядом с ней находится. Это первое. Второе, они себя ведут довольно-таки странно с молодыми людьми. Они все хотят выйти замуж за иностранцев. Как, ну, не все, большинство, да. И это стремление слишком явное. То есть они прямо тебе прямым текстом говорят. Не просто хотят с тобой встречаться, они говорят, когда мы женимся. То есть вот сразу, там, ты ее знаешь 5 минут, да. Она говорит, вот я бы не против была выйти замуж за иностранца. Прям прямым текстом. Идет к своей цели. Спрашивают напрямую, сколько ты зарабатываешь. То есть это самый, наверное, важный вопрос, как бы сколько ты зарабатываешь денег, да. И вот я общался там, да, там разговоры какие-то заводили у тем, которые, ну, действительно интересны, которые мне были интересны. У вьетнамок, к сожалению, мало. То есть они либо интересуются, как ты зарабатываешь деньги, если ты зарабатываешь их, да, куда мы поедем отдыхать, или куда ты хочешь поехать отдохнуть, и либо она... Когда поженимся. Да, когда поженимся. Поженимся, проскакивает вопрос очень часто. Я думаю, если кто был во Вьетнаме, наверное, заметили, что очень часто вьетнамки с пожилыми американцами прогуливаются, молодые вьетнамки. То есть они как бы уже знакомятся на сайте знакомств с американцами, либо с европейцами пожилыми, как правило. Здесь не так много, да, как на Филиппинах. Ну, это да, ты просто сейчас не заметил. На Филиппинах Я думаю, это... в Тае, на Филиппинах это На больше. Филиппинах это прям открыто, ну, то есть я смотрю, здесь они, ну, стесняются. Я вообще, Пока. в принципе, с иностранцами редко вижу Вьетнама. Вот. На самом деле я много видел, ну, то есть в Нячанге может быть не так много, как в более крупных городах, там в Хошимине, в Ханое, но тем не менее это очень часто встречается, это бросается в глаза, вот, но в Таиланде, конечно, на Филиппинах, да, это больше заметно. Они не стесняются там. Вот, то есть для меня вьетнамские девушки это как с другой планеты, как бы девушки и так, как известно, с Венеры, да, а тут еще, мне кажется, с дальнего какого-то космоса, с других галактик вообще. Ну, просто разные, не то, что они Да, плохие. не то, что я не хочу сказать, что они плохие, ни в коем случае никого не разные хочу менталитеты. обидеть. Для меня менталитет вьетнамских девушек это вообще неподходящее что-то, да. То есть мы общий язык не можем найти, мне они вообще никак не интересны, и я не вижу в них ничего вот сексуального, чего-то женственного. Для меня они просто девушки какие-то, да, но не представляют никакого интереса. То есть отрыгнуть для вьетнамской девушки это в порядке вещей. Ну, это вообще в Азии. В Азии, да, это принято так, наверное. Типа это вызывает, наоборот, это... Так Типа вкусно. ты говоришь, что это вкусно. Спасибо, да, Ну, типа, если спасибо. ты не рыгнул, это типа плохо на самом деле для них. А мне сразу леща хочется дать, то есть не то, что спасибо, да, а вот лещ это лекарство. Maybe you got lost somewhere, swimming too far off the beach, off the coastline in Bermuda, the triangle in the sea. Well, I'd cannonball right out there if I thought it changed a thing. I came back from Brooklyn, but you didn't come back for me, no, no, no. Maybe you got lost somewhere, swimming too far off the beach, off the coastline in Bermuda, the triangle. Какие планы на будущее? Ну, вообще сложно, да, сейчас с конечно. планами вообще сложно. Планы были такие, развивать как бы бизнес дальше. Да, я не сказал, Здесь. какой бизнес, да, я все время говорю о бизнесе. А мы о бизнесе еще я спрошу. Ты еще спросишь, Не понятно. говори пока. Ясно. То есть Да. в планах было вообще, мы хотели вернуться в следующем году, даже в этом году мы хотели вернуться в Россию, в Москву, там наладить бизнес, то есть чтобы из Вьетнама поставлять непосредственно в Россию и там сделать как бы операционный центр, ну и там подключить знакомых, друзей, чтобы развивать это все дело. Но так как началась пандемия, и мы сейчас прокушиваем те деньги, которые были отложены на поездку в Москву, то Москва отложилась там на неопределенное время. Вот, ну а вообще мы с Юлей планировали переехать куда-нибудь в другую страну, то есть из России переехать уже там не во Вьетнам, а рассматривали, Не в Азию. да, не в Азию, там Европу рассматривали, либо Южную Америку, как бы хотели переехать, посмотреть, что там, то есть хотя бы съездить, посмотреть, как устроено все в этих странах, куда мы хотели переехать. Теперь вообще все непонятно. А теперь пока по Вьетнаму будем путешествовать. Кто-то заперт в России, а мы заперты в Вьетнаме. Да, нас тоже это не сильно устраивает, как бы, Да. но тем не менее. Это лучше, чем
могло бы оказаться. Ну да, конечно, тем более тут так безопасно у нас вообще. А где предпочли, в России или здесь, в Австралии? Не, здесь однозначно. Конечно. Ну, когда особенно в России, там вообще не пойми что, да, столько больных, еще там непонятно, на самом деле столько или больше, и вот это вот, я еще думаю, что там и с работой совсем сейчас не очень. Холода еще скоро настанет. Скоро. Зима. Через 2 месяца уже холодно будет. Ну да. Зима близко. Не, ну нам, я думаю, очень повезло, что мы застряли во Вьетнаме в это время, потому что, ну, правда, здесь одна из самых безопасных стран по коронавирусу, и это не просто цифры, это реально так. Вьетнамцы уже вообще, по-моему, забыли, что было. Да, ну как будто ничего не инфекция было. или что-то Уже такое. маски даже никто не... Ну, ты же замечаешь сам. А, Нас не особо только- не шугают. слушай. Да, и нас ее, да. Они, у вас, кстати, наверное, в Дананге шугались, да? Было, да. У Первое нас в время. Ничанге этого не было. Мы как раз только приехали, когда вот они шугались. Ну, не зря шугались, в принципе. Ну, Мы да. вот приехали непонятно откуда. Бургеры, рис. Это было круто. Про бизнес, как это иметь здесь бизнес, насколько легко, как работать с вьетнамцами или с кем ты там работаешь. Ну, и, если честно, я избегаю работы с вьетнамцами, то есть по максимуму. что за бизнес? Значит, бизнес, еще когда я работал в Анаксе, у меня возникла идея заниматься кофе. Как бы я в жизни не знал, что такое кофе, не знал, что во Вьетнаме растет кофе, что его здесь производят второе место в мире после Бразилии. Да, для меня это было открытие. Я сам не пью кофе, никогда в жизни его не пил. Я не люблю сам запах, вернее, я люблю запах кофе обжаренного, и на запах могу определить, какая обжарка, какой это кофе, но пить почему-то мне не нравится. Мне нравится нюхать. Я могу разгрызть зерно, мне вот это вот по кайфу вообще, свежеобжаренное зерно. Вот, я обожаю чай. Во Вьетнаме полно и чая, тоже очень качественно здесь растет чай. Вот, и я решил, что есть спрос на этот продукт, и на кофе, и на чай, поэтому заниматься нужно именно продажей этих продуктов и во Вьетнаме, и в России. Соответственно, мы открыли магазин один здесь вместе с партнерами, вместе с друзьями. Открыли сначала один магазин в Нячанге, потом второй, потом третий. То есть у нас была небольшая сеть. Ну и решили продавать франшизу. То есть нашу в России, да, ну и не только в России, Ну, в не по Казахстане. И это пошло, действительно востребованный продукт оказался, то есть люди захотели покупать франшизу, потому что у нас во франшизу было сразу включен 155 килограмм товара. В основном сейчас так устроены франшизы, что покупаешь только бренд и больше ничего. А у нас уже какая-то продукция была, и люди хотя бы продав эту продукцию 150 Отбивали. килограмм, да, они отбивали вложенные деньги. Вот, и это действительно пошло, и люди все больше и больше у нас покупали кофе, как бы узнавали о нас, сарафанное радио, многие туристы приезжали по 5-6 раз во Вьетнам за это время, вот, будь здоров, правда. Вот, и, соответственно, я понял, что этим нужно заниматься и в России, более направленно мы сделали интернет-магазин, через интернет-магазин начали продавать, потом Казахстан появился, потом появились поставки в разные страны мира. Вот, так как вьетнамский кофе, наверное, любят сейчас ничуть не меньше, чем бразильский, с этим проблем нет. То есть все знают, вьетнамский кофе, да, мы будем его покупать, нам он нравится. Ну и чай, кокосовое молоко еще очень классное, качественное здесь производят, и матча. Матча, да, который сейчас супер популярный. Чай матча – это вообще, наверное, мега популярная тема. Как бы веганы все знают о нем, здоровое питание. Это я из Японии пришло во Вьетнам. Хотя и это уже сколько? Несколько сотен лет? несколько, да, Больше сотен 500, лет. а вот так вот в Европе, в России только сейчас стало модным. Хотя Да, новая мода да, как бы азиаты появилась. это пили уже столько времени. Ну и плюс фишка в том, что мы стараемся использовать только натуральное сырье для производства кофе. То есть у нас качественный продукт, эко, если так модным словом сейчас называть. Честно сказать, самая большая сложность – это работать с вьетнамцами. То есть ты вроде бы во Вьетнаме находишься, ты покупаешь эту продукцию, продаешь ее, да. Мы еще сделали так, что сами обжариваем кофе. Многие поставщики пытаются тебя кидануть. Каким образом? То есть мы с ними работаем по одной цене, а потом они резко поднимают цену в 2 раза. И вот ты не покупаешь у них, как бы они на дурачка падают, типа, что случилось? Цена не такая, да? А что случилось? Ты не можешь заплатить больше? Ты не любишь нас? Ты не хочешь с нами работать? Или постоянные случаи, как все рассказывают, кто-то обиделся из вьетнамцев, всех подговорил, они могут в один момент встать и уйти. То есть работа, деньги. Нет, они обиделись, Да. встали и ушли. Это вообще постоянно.
из-за этого, кстати, у нас в штате только один вьетнамец работает. Все остальные русские, потому что с русскими легче работать, и их легче контролировать, ну, и они более исполнительные, чем вьетнамцы, как оказалось. Хотя, когда... На сравнении. Да, на сравнении все познается. Вот это самая главная сложность. А открыть бизнес было не так-то сложно. Главное иметь связи с вьетнамцами, да, с хорошими какими-то, то есть юристами. Вот. Но я как бы считаю, что во Вьетнаме все-таки бизнес вести не так-то и сложно, как многие говорят. И русских работников не так сложно, да, в Нячанге найти? Вообще не сложно, но мы столкнулись с тем, что в последнее время некачественные работники в Нячанге приезжают сюда, люди, которые не хотят работать, а хотят бухать, хотят тусить. Пересмотрели, наверное, YouTube или что. И люди многие думают, что если приехать куда-то в Азию, во Вьетнам, на Бали, да куда угодно, то жизнь все будет сказкой автоматически, у тебя будет пальма, море, коктейли и все. А то, что тут такая же жизнь, тут также нужно работать, тут также надо выживать. Вот. А люди об этом не думают и очень сильно расслабляются или думают, что, ну, почему-то думают, что здесь все будет легко и просто. Да, то есть вот из-за этого даже можно такой рассмотреть вариант, чтобы нанимать людей у себя в стране, ну, то есть как-то найти там через знакомых сотрудника, либо на какой-то бирже труда, и их сюда привезти, им оплатить все, и человек будет уже как бы не испорченный Нячангом, не испорченный Вьетнамом, и хороший сотрудник. То есть вот так даже лучше можно. Будет еще зависеть. Еще будет зависеть, да, и ты можешь у него паспорт забрать и вообще в рабство его отправить. И не платить ничего. Да. Да, я бы так еще хотел сказать по поводу работы во Вьетнаме. То есть многие и меня спрашивают, наверное, и тебя потом будут спрашивать по поводу работы во Вьетнаме. Многие думают, что здесь море работы, то есть они приедут, какие бы они ни были специалисты, если они вообще являются специалистами, да, они сразу же найдут работу себе в том месте, где захотят, их с руками, ногами оторвут. Это настолько фейковая легенда, да. На самом деле этого ничего нет, конечно же. Ты приезжаешь сюда в Нячан, ты можешь протусоваться 3-4 месяца и не найти вообще работу. Потому что ты нафиг здесь никому не нужен, по большому счету. Если ты не классный специалист... Обратная ситуация. Я говорю, ребят, все нормально, найдете работу. Вы нафиг тут никого не нужен. Не, ну раз так легко найти работников, значит, да, с другой стороны, не так легко найти работников. Ну да, нет, но хороших работников всегда ждут. То есть, если вы ответственный человек, который, да, там, не пьет, не будет такого, что вы не придете на работу, не ворует, да. И, то есть, мы, например, когда ищем всегда там девчонок, да, в магазин, мы всегда смотрим, чтобы это был человек активный, улыбающийся, да, потому что, когда приходит девочка, типа, у меня опыт работы 5 лет в продажах, у него вот такое лицо, и ты думаешь, господи, так ты всех распугаешь, как бы. Тут главное, чтобы человек был, да, такой активный, и понятно, что все смотрят, и все хотят ответственных, нормальных, адекватных людей. Если вы такой, то нормально у вас будет сработать. Просто на личном опыте хочу сказать, что я лично 2 или 3 собеседования проводил, когда люди приходили с перепойки. Просто с перегаром, ну так они не стеснялись даже этого. Типа мы же в Нячанге. С глазами красными приходили и такие, возьми меня на работу, если не возьмешь, я буду бухать прямо вот под твоим магазином. Мне надо вмазаться. Да, мне нужно вмазаться. То есть, ну, реально были такие случаи, и не раз, и не два. Или разговариваю с человеком, да, кто-то ко мне знакомый заходит в магазин, отводит меня в сторонку, говорит, ты что, не вздумай брать эту женщину на работу, она в детском садике ворует деньги и бухала там, короче, ну там такие истории друг от друга, это правдивая история. То есть она забухала и, говорит, чуть ли там ребенка не украла какого-то. Спасатели звездного пляжа. Давай, последний. Всем привет. I'll carve your name into the sun. Love you till my days are done. I'll never let you go. Табу, что нельзя делать в Вьетнаме. Ну, есть какие-нибудь вещи, Ой. которые лучше... Это не табу, но вот это то, что меня очень сильно бесит, и мне очень жалко вьетнамцев. Есть две нации, русские и китайцы, которые куда бы ни приехали, разговаривают на своем языке. Русские на русском, китайцы на китайском. И постоянно, когда были туристы, вот это наблюдаешь картину, когда бедный вьетнамец стоит, и русский на него орет на русском. Типа, сколько стоит? Вьетнамец не реагирует, русский начинает, сколько стоит орать? И постоянно, то есть, ладно еще сколько стоит, вьетнамец может понять, а какой-нибудь там, где поменять деньги, да откуда же он не обязан, вьетнамцы не обязаны учить русский язык. Никто не обязан, кроме русских, знать русский язык. А вы, если вы путешествуете, должны хотя бы какие-то элементарные фразы на английском выучить, вам самим будет проще. На вас как на дураков или не на будут вьетнамском смотреть. хотя бы. Ну, на вьетнамском это уже такой повышенный несколько уровень. фраз да. хотя бы. Но просто вот этот момент, и почему-то вот русские и китайцы так себе позволяют себя вести. Окей, вы не хотите учить, вы всегда можете открыть переводчик, вбить туда и перевести. Но, пожалуйста, не думайте, что вьетнамцы обязаны говорить на русском. Не обязаны. Если вам повезло, и вы встретили такого вьетнамца, круто, но все не обязаны это
сделать. А так, насчет табу, ну, Сложно сказать. вьетнамцев нет, наверное, табу. У них есть... Можно все. Можно все, Гуляй. но самый прикол в том, что как бы они не целуются на людях, да, вот ну, стараются не целоваться на людях, но зато ссать возле дороги прямо на людях это нормальное явление. Как бы, такого? да, ну или бы вот берет ребенка уже не маленького там. Сильно, может быть, не маленький. Да, сильно не маленького, там 4-5-летнего, и прямо на дороге он какает. Вот она вот держит прямо вот лицом ко всем проезжающим, типа, смотрите, у меня ребенок какает, он умеет какать, классно вообще. То У есть, меня ребенок, он у меня какает. ребенок и какает. Ну, Видали? два в одном. И Ну, так это вьетнамцы, жесть. правда, так легко ко всему относятся. Тут нет такого, что как в Таиланде, например, там наступил на деньги, ты там короля оскорбил. Тут вообще всем фиолетово. Какой король? Типа, всё Да, вообще и нормально. не как в Сингапуре, да, что ты не можешь ходить голым у себя в квартире, вдруг тебя там сосед запалит, тебе штраф появится. Тут ходи хоть голым, хоть вообще ходи по улице голым, тоже, в принципе, Не, ну нормально. уважать, конечно, нужно, как и везде, вьетнамцев, да, там. Да, я бы советовал как бы проявлять все равно к ним уважение из-за того, что они чувствуют, как ты к ним относишься, они вот прям тебе улыбаться будут, они будут более приветливыми, если бы ты хотя бы там одно слово им по-вьетнамски скажешь. И я заметил, что отдача гораздо больше, если ты к ним с уважением относишься, они тоже тебя начинают уважать. Ну, как бы они и так тебя уважают, но если ты им будешь по-русски орать, они не понимают, они перестанут тебя уважать. Да, понятно, что они Сразу уже так же. относятся. Все с этим человеком понятно. Тем более, что туристы, ну понятно, что люди приезжают отдыхать, это алкоголь, все, и многие люди себе много чего позволяют, и вьетнамцы уже, ну понятно, так могут вот так относиться уже не очень. Общение очень искреннее, и если вы им нравитесь, да, если вы к ним по-нормальному относитесь, улыбаетесь, там, синчао им говорите, хотя бы синчао это привет, они начинают вам тоже улыбаться, если вы им нравитесь, будете там будут угощать фруктами какими-то, но если вы им не нравитесь, скорее всего, они вам не будут улыбаться, это не тайцы, которые нравитесь, не нравитесь, но они будут улыбаться, и там, скорее всего, не будут, потому что вы им просто не нравитесь, и все. Да, То есть как они бы вот как они- дети немного такие вот, как есть, так и показывают. Ты хочешь чихнуть опять? Так, только сказали, что у нас все нормально с коронавирусом. Да. Расчихался, будь здоров. Да, опять кондиционер. Так, вы Наверное, были во всей Юго-Восточной Азии почти, да? И где понравилось больше всего и где меньше всего? Ну, мы почти везде были. Мы хотели в этом году поехать в Японию, в Лаос. Это как бы... Япония относится к Юго-Восточной Азии? Ну, вроде да. вроде. Так у тебя Австралия относится. И Австралия туда тоже входит. Вот, в Союз. Вот. И мы, получается, хотели побывать вот только в Лаосе и в Японии. Не успели в них побывать, ну и все планы накрылись, получается. А так мы летали, были мы где? В Малайзии. Ты расскажи, где тебе больше всего понравилось? Где больше всего понравилось? Ну, наверное, Бали все-таки. О, да. Я тоже очень люблю Бали. Это просто мы вот 4-й раз должны были туда в апреле поехать, но не сложилось. Это такое место, конечно, какая-то очаровательная природа и культура, и все. Мне, наверное, больше всего Бали и Гонконг. Ну, вот я А тоже... тебя, наверное, Бали и Филиппины, да? Да, у меня Филиппины, Бали на первом месте, Филиппины на втором, а Гонконг на третьем. То есть последнее место, куда мы слетали, это был Гонконг и Макао. Ну, Макао там рядом находится, прям возле Гонконга. Можно доехать на автобусе. Вот, и нас, конечно, поразило то, что это прям вообще другая цивилизация. Мы до этого были в Сингапуре. Это как Ну, бы это один из разное. самых дорогих Да. городов, да. Потом приехали в Гонконг, типа говорят, что это самый дорогой город там примерно после цены Нью-Йорка. Москвы. Да, а мы удивились, что цены даже лучше, чем в Сингапуре, как оказалось. Более крутой город, более классная инфраструктура. Не то, что инфраструктура более классная. Там это Азия безумная, Да, плюс смешано Нью-Йорк. всё. Там такой колорит. Москва, Азия Да. и Ну, Нью-Йорк. Москва, я думаю, ну, по комфорту мне показалось близко к Москве, да, там все, правда, так для людей так удобно. Смотришь там внизу, да, внизу это Азия, причем такая Азия, иногда просто ты думаешь, ё-моё, голову поднимаешь, там такие небоскребы, и я понимаю, что вот хорошо, что я туда попала из Азии, то есть я уже живу в Вьетнаме, да, и ко всему этому привыкла, меня не удивишь Азией. Наверное, если бы я из России прилетела, я была бы просто в шоке и, наверное, не поняла бы. Вот, а тут я прям ходила с открытым ртом и постоянно фотографировала, мне так хотелось это сохранить, прям очень понравился мне Гонконг. Такой Гонконг и Бали — это вообще две разные планеты, но это вот очень хочется и туда вернуться. Но вот по поводу Сингапура еще хотел сказать, что Сингапур, как бы я ожидал, наверное, вообще другое что-то видеть. Мне настолько запало это в душу, но с негативной стороны, что он настолько вылизанный, не настоящий. Знаешь, как будто ты в матрицу попал. Ну, он правда очень чистый. Да, он хоть и чистый, но люди как-то себя ведут неестественно, ценники завышенные настолько, что ты вот идешь, да, ресторан какой-то, обычный ресторан, ничем не примечательный, а ценник там за блюдо там $35 за тот же рис с мясом, который ты во Вьетнаме можешь за $2 поесть, а то и за $1.
доллар. Это как сходить в Москва-Сити. Это самая нелюбимая страна, если уж есть там любимая, да, есть самая нелюбимая, это Камбоджа. Камбоджу, вот я бы никому даже в страшном сне не советовал ездить в Камбоджу. Единственное, что, конечно, в Анкор-Ват стоит съездить, как бы это невозможно не советовать посетить. Но сама Камбоджа — это самая грязная страна, в которой мне довелось Природа побывать ужасная. в Азии. То есть мне говорили, типа, страна $1, все по $1. Мы приехали, действительно все по $1. Вода 0,5, $1. Пепси $1. Поесть $5 минимум на человека, но это, извините меня, дороговато для Камбоджи и для Азии. Очень много мусора везде. Китайцев было, когда мы ездили, было очень много китайцев. И мне показалось, что вот Камбоджа самая забытая Богом страна из всей Азии. То есть они пережили большое потрясение, когда был там Пол Пот и вырезал 2 миллиона Да и от человек. Вьетнамской войны им досталось. Ну, это же после того, как была Вьетнамская война. И мне кажется, они вот тем моментом еще и живут. Как бы они живут хорошо, что нет войны. И типа, и все нормально, все остальное сойдет. Их грабят по-прежнему, у них ничего нет, голые задницы, но тем не менее... Ну, еще, ладно бы, если была природа классная. Да, так природа как будто Там выжженная. просто, я не знаю, что у них такое, как будто война была не во Вьетнаме, а там. То есть Вьетнам такой богатый на природу, та такая зелень. Мы были во всей Камбодже, то есть мы там так вот объехали все. И на юге, правда, там море очень классное, море прям вот супер, нам понравилось. Да, безумно острова. красиво. И вот на юге Камбоджи мы поехали в заповедник, там такая гора, мы приезжаем на этот заповедник, мы понимаем, во Вьетнаме вся природа такая, а для них это заповедник. Вот это, конечно, жесть, не знаю, им надо что-то делать, ну, понятно, наверное, я думаю, даже денег нет восстанавливать. Но люди там такие симпатичные, улыбаются. Не, люди как бы везде в Азии классные, ну, по-разному классные в каждой стране, но вот самая плохая страна в плане качества жизни и качества путешествия — это Камбоджа. Как бы тут. Я помню, когда мы из нее вернулись, первое, что я стала пить, это противоглистовые препараты. Да. Я думал, ты антидепрессанты начала сразу пить, сейчас скажешь. Ну нет, не настолько всплыло. Я помню, что хотелось прям вот очиститься как-то так, к сожалению, да. Ну, это наше мнение. Есть люди, которые в восторге от Камбоджи. Правда, там Анкор-Ват тот же стоит посетить. И море очень классное. Я знаю одного мальчика, который приехал из Москвы в Камбоджу. У него был какой-то супер-тур. Его вот так вот привезли в столицу. Вот так вот потом посадили на самолет, привезли в Анкор-Ват. Из Анкор-Вата посадили на самолет, привезли на остров. И он мне потом говорит: а что ты мне говорила? Клевая страна, красота вообще. Говорит, так ты, блин, нифига не видел. Да, сам не Многие, да, поехал. пишут в комментах, типа, вот посетить там Камбоджу или то-то. А по сути они где-нибудь были в одном месте, может, Да, на прежде чем островах. говорить что-то про страну, нужно ее объездить. Также в Ничанге, да, я знаю кучу людей, которые приезжают, вот они видели Ничанг, дай бог, на какую-то одну экскурсию съездили, да, и они что-то судят про Вьетнам, или когда мне люди тут в Ничанге говорят: нам не понравилось, фу, вообще не понравилось, я говорю: а что вы видели? Ничанг, море. Так вы, блин, ничего не видели. Ну, Ничанг — это туристический город. Он как бы вот такой, какой есть. А Вьетнам, ну, это невозможно судить по одному городу. На самом деле, я бы хотел так сказать, что люди, которые приезжали во Вьетнам и вот были только на курортах, любых там курортах, которые здесь есть, и не ездили хотя бы в Далат своим ходом, именно своим ходом, то они, значит, вообще ничего не видели. Вообще. То есть море во Вьетнаме, скажем честно, не очень. Такое, ну, нормальное, но не очень. Но какие здесь есть красоты на севере, в центральной части Вьетнама, Да, там один самая Далат стоит. самая большая пещера в мире, перевалы одни из самых красивых в мире. Ну, то есть природные достопримечательности ни с чем не сравнятся. Да. Вот реально ни с чем абсолютно. Вьетнам очень Я богат. думаю, даже могу так заявить, что Вьетнам — это самая красивая страна в Азии, по моему мнению личному. В моем рейтинге номер 1. По красоте. Именно Так по что красоте. ездите своим ходом, не сидите где-нибудь в Ничанге. Да, на и пляже. не покупайте эти экскурсии только у туроператоров, потому Ну что да. реально Это это не щас то совсем. скучно. Тем более, если вы сами там боитесь сесть на байк, сейчас очень много ребят, которые проводят авторские экскурсии по таким местам, куда вас туроператор не повезет. Они там сажают на байк. Если боитесь Да, на байк, кто-то на пассажирам. машинах, на джипах ездит. И они вам покажут намного больше. Если вы сами боитесь, хотя бы вот так поесть, это правда того стоит. Тем более, что я думаю, что по деньгам это, наверное, так же, как у туроператоров. Да, я думаю, дешевле в любом Да. случае. Очень много. Прям вводите мототуры, и вам столько всего откроется. Вообще, Азия — это про байк. Потому что по-другому Азию не увидеть. На машине мало куда можно заехать, на экскурсиях мало что увидеть. А вот садитесь на байк, мы, наверное, почти всю Азию, ну, кроме там какого-нибудь Гонконга, да, мы ездили все на байках. Да, и только везде- так можно везде брали почувствовать. байки, Ну, и кроме- в Сингапуре тоже мы не ездили. Ну, в Сингапуре понятно почему. Не да. чувствуешь даже, ну вот в машине проедешься где-нибудь, это не то. и ну вообще ничего не понял как будто. Конечно. А так ты остановился, вот увидел красивое место, остановился, увидел его, насладился им, вдохнул этот воздух, и у тебя впечатления остались на всю жизнь. Вот.
Так что приезжайте в Азию, я думаю, что во Вьетнам конкретно. Самое главное, чтобы открыли. Да, самое главное, что открыли. Это точно. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Правда, нельзя почти. Или под на плечо. Так, ну все, в принципе, спасибо. И тебе спасибо. Увидимся. Всё, всем пока-пока, спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь Да. на всех нас. На всех. На всех. Ссылки в описании.